Вы давно меня просили съездить на Аляску, а тем более зимой. Пожалуйста, вот январь месяц, мы добрались до нее. Я сейчас нахожусь в Юконе, впереди меня Аляска. Я желаю вам приятного просмотра. Всем доброе утро, господа. Значит, мы продолжаем двигаться в штат Аляска, город Фэрбэнкс. Напоминаю, едем мы из Индианаполиса, штат Индиана. Общий маршрут приблизительно 6000 километров. Так, сейчас я нахожусь между горячими источниками и городом Ватсон-Лейк. Это Британская Колумбия и Юкон. Значит, Ватсон-Лейк находится уже в Юконе. Мне осталось туда 2 часа ехать. У меня сейчас 7 утра. Выехал я где-то час назад, в 6. Видите, дорожка такая немножко почищенная. Есть небольшой морозец на улице. Так, значит, ночевал я, говорю, на горячих источниках. К сожалению, друзья, нет, я не искупался в этот раз. Источники закрыты полностью наглухо, даже въезд закрыт. Значит, Канада полностью на карантине, все закрыто. Вот, можно было бы, конечно, там что-то попробовать, попытаться. Я приехал, было, поздно, было 8 вечера, глухая полярная ночь. Значит, походил в округе, посмотрел. Честно скажу, немножко, да, боязно было. Кромешная тьма, звери бродят по лесу. Там еще, кстати, на этих источниках, там живут эти рейнджеры. Там у них домик стоит прямо на проходе. Свет горит, люди ходят. Короче говоря, я не пошел. Может быть, если бы это было бы в первый раз, не знаю, может быть. Но так как уже мы были, ладно, ничего страшного, никуда от нас горячие источники не денутся. Пусть лучше там водичка подогреется до следующего раза. Я буду тем временем ехать, ребята, и я вам скажу так, у нас груз, конечно, грузом, то, что мы везем, но у меня есть более важная миссия. О ней я вам не говорил. Пришло время рассказать. Но давайте, когда посветлает на улице, когда будет светло, я остановлюсь. Я обязательно расскажу, в чем эта миссия заключается. Она очень важная. Ну что, ребятки, добрался я до Ватсон-Лейка. На улице морозец, минус 20 сейчас. Сейчас 9:30 утра, представляете, солнце только-только там на горизонте, но миссия как бы продолжается. Значит, остановился, набрал кофейку, заплатил $60 топливный сбор. Это мы сейчас в Юконе находимся. В Юкон я заехал. Вот, остановился на небольшую заправочку, взял кофейку себе горячего, чтобы в дороге было, потому что следующая у меня остановка будет часов через 7. Это будет у нас Ватсон-Лейк. Дорога, ребята, все. Димка, как говорится, волновался, что дорога чистая. Да волновался. Дорога в снегу, дорога во льду, короче, будем это. Я переживаю, в Ватсон-Лейке, тут сейчас минус 20, а в Ватсон-Лейке минус 1, 0 плюс 1, снег, дождь. Так что, ребята, то ли еще сегодня будет. Так что собираемся мыслями, собираемся настроением. И едем. Красивый город, смотрите, как украшен, красота капитальная. А я с трака выбежал, думаю, что-то как-то прохладно. На градусник глядь, минус 20, думаю, понятно.
Если кому-то непонятно, почему на Юконе никто не живет, то ответ очень простой. Ну, конечно, здесь очень красиво, вы посмотрите как. А что тут делать, ребят? Это капец. Просто, ну вот едешь, никого, это раз. А во-вторых, вот такие вот условия, как бы в них прожить 8 месяцев в году, ну как бы тяжковато. Смотрите, какая дорога, а. Длиннючая. Конечно, вот на таких, это не спуск, это такие горочки, знаете, вверх-вниз. Но немножко ёкает. Тормозить практически нельзя. Ну, как бы и разгоняться не особо-то хотелось бы. Хотя, знаю отдельных личностей, которые здесь и 120 по такой дороге поливают. А чё, говорят, нормально. Кстати, сегодня прикол был. Утром еще ехал, когда было темно. Еду и не могу понять, что-то свет какой-то горит, моргалки. Проезжаю вот так по правую сторону, где-то на каком-то съезде в какой-то лес дремучий. Стоит, значит, грузовичок. Такой же, по-моему, Kenworth. Но только помощнее, там 4 оси, как бы тяжеловес такой. С тралом. И этот разгружает там экскаватор, представляете? Вот так вот где-то посреди леса. Причем это было где-то в районе 150 километров от Ватсон-Лейка. Чего он туда его повез? Кому он там нужен? Ну, кому-то нужен. Ну, значит, я его проехал. Проходит полчаса. Я еду себе не спеша, 80 километров в час, вот по такой дороге. Смотрю, кто-то меня догоняет. Свет фар. Не прошло и, наверное, 5 минут. Этот чувак, который разгружал экскаватор, меня догнал. На полном ходу меня перегнал. Короче, чувак подумал: о, первоход едет. А для него, наверное, эта дорога сама то, как раз. Ну, как говорят бывалые, на самом деле в сильный мороз легче ехать. Именно условия легче ехать, чем в такую, знаете, -3, -4. Потому что когда сильный мороз, снег укатывается, он не такой скользкий. Там под низом, под снегом лед, сверху снежок укатанный, и ну, получается как дорога, что ли. Смотрите, какое небо классное. Такие еще оттенки темно-синего — это ночь бывшая. И розовая — это значит рассвет у нас. Как красиво, конечно, обалденно. Вот я вот сейчас фары выключил, видите? Это не фар, ну то есть вообще прекрасное небо, класс, супер. Так, ребята, вот у нас тут первые местные жители Юкона. А ну-ка, давайте-ка, ребята. Ай, красавцы, северные лоси. Маленькая семейка, вы посмотрите на них. Ай, какие хорошие, ай, красивые. Ай, побежали. Спугнул, Димка, их спугнул. Вот у нас тут второе племя. А ну-ка, друзья, освободите дорогу. Димончик едет на Аляску. Ай, какие вы красивые, друзья. Посмотрите на них, а. Ну-ка. Опять распугал семейку. Ну давайте, все, идите, куда вам надо.
Одни налево, другие направо. Ну-ка, давай. Пошел. Ох, ребята, ох и красота, ох и завораживает, конечно, а. Где ты вот так наедине с природой? О, коллега прется. Здорово. О, женщина за рулем. Да, ребята, в нашем деле женщины тут тоже катаются. Так, тут такой, видите, вот такие спуски больше всего мне не нравятся. Видите, ты как бы с горы идешь, а потом такой раз и налево поворот. Вот лучше не разгоняться в таких местах. А то вот так в елки и полетишь. Я, конечно, понимаю, что тормозить нельзя, но чуть-чуть аккуратно придерживая машины, понемножечку. По чуть-чуть, сильно не давая ей разгоняться. Оп. А сейчас уже можно... Оп, еще один двойной идет. Сейчас он меня пропустит, потому что мост узкий. Так. Спасибо, братец. И набираем скорость. А то на горочку, не дай бог, еще не вылезем. Цепи не хочется одевать. Нормально, хорошо. Да, конечно, Даблу было, наверное, сложно около моста остановиться. А вон, смотрите, еще с правой стороны лоси. Вон 2 штуки. Оп. Побежали. В общем, недостаток медведей перекроем количеством лосей. Скажем так. В общем, ребята, рассказываю вам на вопрос. Отвечу. Димон, чё ты попёрся в январе на Аляску? Очень хороший вопрос. Значит, я вам чуть раньше говорил, что у меня есть очень важная миссия. Это прям вам не шутки, это серьезно. Значит, моя доченька Сашенька. Сашенька, ты здесь? Смотришь? Хорошо. Значит, доченька моя занимается наклеечками. Любит наклейки клеить. Как все маленькие детки знают, что на Северном полюсе, на Аляске, живет Дед Мороз. Или Санта-Клаус, как его называют в Америке. Так вот, папа, Сашенька передала папе наклеечку в виде кленового листа. И попросила передать Деду Морозу, Санта-Клаусу. Поэтому я никак не могу не доехать до Северного полюса и не отдать Санте этот листик. Понимаете, какая ситуация? Груз это грузом, это все смешно. А вот кленовый лист, ребята, вообще не смешно. Так что я думаю, что так и можно назвать, да, нашу миссию. Миссия кленовый лист. Значит, не доезжая Фейербенка в Аляске, действительно есть такой город. Называется Норт-Пол. В переводе обозначает Северный полюс. И там, друзья, вот позовите сейчас своих детей к телевизору, к экрану, и объясните, что Дед Мороз, он существует, и он живет на Северном полюсе, в Аляске. А дядя Дима чуть позже, когда доедет до Северного полюса, обязательно
зайдет в гости к Деду Морозу, к Санта-Клаусу и передаст вам всем привет от него. И обязательно нужно отдать мне листочек, который моя дочка передала Санте. А он, в свою очередь, наверное, что-нибудь и ей передаст. Это будет моя миссия — вернуться назад домой. Поэтому, ребята, это вам не хухры-мухры. Груз, там, Аляска, январь — это все фигня. Самое главное — довести листочек. Я вам чуть позже покажу. Да, Сашуля? Вот так-то. Так что едем, ребят. Смотрим в оба, держимся двумя руками за баранку и аккуратненько едем. Нам нельзя нарушать обещания. Тяжеловато, я вам скажу, ребята. Тяжеловато ехать по такой дороге где-то 1600-1700 километров. И не в том сложность, там, не знаю, по льду ехать или по снегу. А сложность именно в том, что концентрация внимания. То есть тут как бы... Если маленький участок дороги, да, там, не знаю, 100 километров, 200 километров, лед или снег, ну, вы можете там спокойно поехать 50 километров в час, за пару часов выберетесь и все. А здесь так не получится, потому что здесь вся такая дорога, если вы будете ехать 50 км в час, то вы будете 3 года добираться до Аляски, вас тут занесет, заметет, пока хорошая погода, пока нету снегопадов. Надо ехать, ты это понимаешь, и как бы вроде и не хочется сильно нажимать, но приходится. Сейчас, допустим, едем 90. Местами, где песочком посыпали чуть-чуть, подкинули, там до соточки можно разогнаться, можно чуть больше. Сейчас недавно знак проехал. Значит, этот участок дороги принадлежит, ну, как бы под началом там такого-то департамента, да, или там такого-то участка. То есть вот сейчас, где я еду, это Теслин, написано Теслин, река такая Теслин. Значит, туда мне еще где-то, не знаю, километров 100, наверное, пилить. До этого я ехал, там хоть песочек был на дороге, а здесь вообще ничего нету. То есть сразу видно, что под их руководством, то есть получается, кто-то, допустим, курирует участок дороги. Он посылает свои снегоуборочные машины, они доезжают, допустим, до определенной границы, до этого знака. И все. Дальше он уже не поедет, потому что это не его, как бы, территория. Вот мы заехали на территорию, которая другим каким-то департаментом обслуживается. Ну, тут сразу видно, как обслуживается, а как нет. Так соскребли снежок и хватит. Да, господа. Так, небольшой спуск. Впереди поворот. Надо чуть-чуть сбросить скорость, а то порой смотришь в зеркало так, чтобы этот прицеп на обгон не вышел. Думаешь, хоть бы не в этот раз. Так, ну и все, на поворотике добавляем немножко газу, чтобы машинка вытягивала. Да, здесь реально никто не чистил, никто ничего не делал, просто машины укатали снег в лед и все, и поехали.
ладно. Как это нам говорится, что не есть там что-то как-то, короче, то делает нас сильнее. Ну вот, значит, станем немножко посильнее. Ну что, ребят, держим курс. Уже половину маршрута до Ватсон-Лейка проехали, осталось 2,5 часа. Прошли тут коварный спуск. Ну, еще не прошли, вот сейчас на мост заедем и пройдем. Все. Это у нас река Теслин. Поселочек Теслин вон там впереди виднеется. Хорошее, неплохое место. Я здесь, когда ездил в прошлый раз, тут ночевал. Значит, по мосту обязательно 50 км в час, не больше. Такой вид, как неваляшка. Туда-сюда, вверх-вниз, прыгаешь по нему. Сеточкой выложен. Вот справа место очень хорошее. Работают круглый год, 365 дней в году. Там и гостиничка есть, и заправиться можно, бензин, и солярка. Ресторан у них хороший. Но, к сожалению, останавливаться мы сейчас не будем. Нету времени, ребята. Надо срочно эту метель миновать. Началась небольшая метелька. Хочется ее побыстрее проехать. Ну и пока на улице светло, потому что, как мы помним, темнеет здесь. Ой-ой-ой, как быстро. У меня буквально осталось 4 часа. И все. И будет ночь. А в ночи уже ехать совсем другое дело. Надо еще будет в Ватсон-Лейке остановиться, заправиться. У меня солярки как бы впритык. Хватает до Аляски. Ну, почему я тяну до Аляски? Потому что Аляска — это уже Соединенные Штаты. Там солярка немножко подешевле. Но в этот раз, что я тут сэкономлю? Там 50, там, не знаю, 50-100 долларов. Не хочется, потому что там перед Аляской уже начинается там Distraction Bay, Beaver Creek, и там прохладненько, я вам так скажу. Ночью я смотрел, будет около 27. Не супер холодно, но на пустых баках как-то ехать тоже неохота. Вот, поэтому я сейчас заеду туда. Может, литров 200-300 налью, чтобы так, на всякий пожарный мне было. Наверное, литров 300 бабахнем. Чтобы наверняка было. Вот, и попрем дальше. Потому что, видите, погода ухудшается. Совсем не айс. Когда как бы без метели едешь, это одно. Когда еще метет на улице, это уже совсем другая картина. Слева озеро вообще замерзшее, засыпанное снегом. Красотень. Вот такая вот тут погодка, ребят, на севере. Хотя, мне ли вам рассказывать? Многие писали мне: о, ты бы съездил бы там на Якутию, на Дальний Восток. Ну, ребята, а чем это отличается? То же самое. Якутия, Дальний Восток. Может быть, температуры немножко поменьше, хотя я не скажи. Здесь и 40 градусов бывает, и 45 минус по Цельсию. Это мне сейчас повезло, как бы не так сильно холодно. Хотя сейчас понедельник, на выходных обещают заморозки. Вот, на обратной дороге, если успею до заморозков уехать отсюда, будет хорошо. Не успею, ну, значит, чуть-чуть померзнем. Что они обещают, это одно на выходных, а оно может и все поменяться
совсем другая погода будет. Так, ну что, метелечка вроде закончилась. Пока что. Не знаю, как тут дальше будет. Лучше без нее, ребята, я вам скажу так. Сейчас на подъемчик идем, поднимаемся. Нормально идем. Ох, не знаю я, что делать, потому что погода впереди не радует. Казалось, вроде бы, да, до Whitehorse 4, там сколько было, 4,5 часа. А уже столько включений, столько мыслей. Не знаю, там погоду передают вроде, что снег будет сильный. Но меня терзают смутные сомнения. Как бы лучше ехать, конечно, вот по такой дороге, чем по такой дороге в снег, когда он еще идет, правильно? Я вот думаю, сейчас заеду в Whitehorse, подзаправлюсь, посмотрю еще раз погоду хорошенько, потому что у меня связь, сами понимаете, практически не ловит там. Бывает там на 5 минут словит антенночку одну, я быстренько гляну погоду и все. Короче, изучу этот вопрос погоды. Если можно будет прорваться до снегопада, наверное, я поеду, потому что надо. Вот. А если совсем печаль и беда будет, ну я не знаю даже, останавливаться насколько. Потому что если будет сильный снегопад, то дорогу чистить неизвестно, как долго будут. Можно и застрять на пару дней. О, связь появилась. Так, что-то тут ребятки начинают меня возить. Надо чуть-чуть скорость меньше сделать. Что-то только что вот поворотик вроде не сильный был, а что-то меня подтянуло немножечко. Так выглядит город Whitehorse. На самом деле город большой, он останется у нас в стороне по правую руку. А это Аляска Хайвей, он как бы служит, что ли, как кольцевой дорогой или как. В общем, здесь особо так не остановишься. То есть, чтобы заехать в город, надо съезжать с трассы. Значит, я остановился, заправился, налил 150 литров, 170 литров соляры, капнул. Быстренько на заправке там схватил, что было под руку, перекусить. И полетел, ребята, дальше, потому что, ну, времени вообще нету. Видите, опять начинается снегопад. Скорее всего, он у меня будет аж до самого вечера. Аж до самой моей ночевки. Где я буду ночевать сегодня, я еще пока не знаю. Потому что, ну, смутно пока, непонятно, как будет по погоде. Значит, ближайшие планы. Сейчас весовая будет, надо заехать весовая, Yukon. Показать им пермит, то, что я заплатил $60 утром. Может спросят, а может они по номеру пробьют. Я специально вышел, номера протер, почистил. Но они обычно такие сидят, смотрят, ничего не видят. Потом говорят, а ну зайди покажи. То есть придется потерять немножко времени. Вот. И дальше поеду 1,5 часа от Whitehorse. Значит, небольшой такой трак-стопчик. Городок или городишко, или поселочек называется Каньон.
каньон Юкон. Там вроде как дядя Паша посоветовал, вроде какой русский мужик, там либо владелец, либо просто там работает. В общем, там вроде как борщец есть, готовят. Уж очень мне, ребят, хочется заехать борщица покушать. Вот, а как будет там на самом деле, не знаю, правильно я понял, где это находится, неправильно. В общем, сейчас посмотрим по факту. Так, вон у нас уже весовая моргает. А, не, моргает светофор. А весовая будет чуть-чуть дальше. Вот мне сейчас повезет, на красный. Ну ладно. Вот здесь, вроде на этом светофоре, если уйти вправо, то попадаешь в город. Там и Walmart есть, там есть кофейни разные, рестораны. В общем, там можно нормально, как говорится, затусить. Но, во-первых, нету времени, раз. А во-вторых, сейчас с ковидом нельзя, ребят, съезжать мне. Ну, скажем так, на свой страх и риск можно поехать. А если полицейский поймает, то даст штраф за то, что вы в город проехали, потому что нельзя. Мне можно быть только на дороге. Так, что-то я не вижу. Весовая открыта, закрыта. Что там? Ладно, повернем. Знака нету. Не написано, открыто либо закрыто, но я знаю точно, что они открыты. Эти товарищи всегда открыты, потому что они денежки за проезд собирают. Вот так, видите, весовая по левую руку у нас. Опа. Постараюсь медленно проехать, чтобы он номер нормально считал, и я без остановочки проехал. Нет у меня времени бегать. Же ж какой бородач, а. Сидит там бородатый и этот скучно ему. Покажите пермит. Ну, блин, заразник. Ладно, придется потерять еще 5 минут времени. Вот же ж человек. Ну все, товарищ офицер посмотрел мои бумажки. Номер у меня такой, у меня на номере получается вот эта звезда от компании такая синяя. И она закрывает полторы цифры. Получается, на ее фоне плохо видно цифры моего номера. И из-за этого меня постоянно они загоняют внутрь, потому что не могут разобрать, какая там последняя цифра моего номера. Там у него собака такая классная, я зашел, Макс. Такой черный, по-моему, лабрадор, если я не ошибаюсь. Такая красивая, ребята, вообще обалдеть. Глазенки такие. Ух, я очень люблю собак. Ну ладно, в общем, выехали мы из Белой Лошади. И теперь, ребят, все.
Следующий такой как бы городок — это Ток, Аляска. Маленький он там, Ток. Ну, это первый, скажем так, более-менее крупный. Там есть маленькая деревушка еще перед ним, но там ничего особо нет. Поэтому Ток считаем первым оплотом, скажем так, цивилизации. Там даже светофор есть, может даже и не один. И этот ГАИ есть, ДИМВИ, там где номера получают. Поэтому мы сейчас движемся в том направлении. Туда ехать где-то 650-700 километров. Но у меня, к сожалению, не хватит времени. Ну и сил, наверное, тоже, потому что это получится, что в общей сложности мне надо прорулить 15 часов. Вот. Логбук, по-русски тахограф, позволяет, потому что северная Канада — это территория Юкон, Аляска. Здесь действуют совершенно другие правила, не как в основной Америке. Здесь можно ехать 15 часов. По Канаде можно 13 ехать, а по северным территориям 15. Как бы я могу 15 часов отъехать, но мне времени, ну там, если и хватит, то совсем впритык. Я, если честно, друзья, я не хочу гнать по такой погоде. Я не еду тихо, но я и не еду быстро. Вот, поэтому я спокойно сегодня где-нибудь заночую. Вот, мне главное вот эту вот метелицу проехать. И все, тогда я буду спокоен. Здесь такие красивейшие места начинаются. Там вот этот Distraction Bay. Просто место колоссальной красоты. Кто не видел, друзья, посмотрите. У меня в прошлой поездке на Аляску я там заснял такую радугу. Там просто отвал башки. Нету слов, насколько там вот первозданно красиво. Но, к сожалению, в этой поездке мы там будем проезжать в темное время суток. Ничего там не увижу я, кроме дороги и снега, и все. Может, на обратном пути подзаснимем. Вот, так вот, там есть Distraction Bay и маленькая деревушка еще перед Аляской, Бивер Крик, там есть гостиничка. Туда мне времени хватает, но, опять же, по настроению. Будут силы, поеду, не будут, значит, остановлюсь где-то пораньше. По обстоятельствам будем уже смотреть. Все, на улице уже через час, через полтора уже будет темнеть. К сожалению, день быстро заканчивается. Но сам себя, как говорится, не похвалишь. Димка молодец. Димка сегодня сделал только 2 вынужденные остановки. Это была заправка, это был ветстейшн. Документы проверяли. И один раз, ребята, 3-ю сделал остановку. Один раз я останавливался для того, чтобы чуть-чуть поснимать, с дрона полетать. Но это тоже вынужденная обстановка. Как бы надо не забывать, что вы у меня тоже есть, хотите посмотреть. Поэтому, ребят, как есть, не судите строго. Ну все, буду продолжать дальше двигаться. В общем, ребят, я, наверное, принимаю решение. Мне тут осталось 17 километров. Что-то совсем погода испортилась. Не знаю, если только за 17 километров ничего не изменится в лучшую сторону, то, наверное, я буду останавливаться на ночь. Ребята, очкую. Короче, подсыпало снегом так нормально.
Я вот ориентируюсь по дороге. Походу впереди меня кто-то едет, потому что вот след, легковушка походу какая-то, узенький след. Вот ориентируюсь по нему. Потому что скоро начнется ночь, а там вообще все сольется в одно целое, как бы, и там вообще ничего видно не будет. Начнутся повороты, начнутся эти развороты. Мы же все помним, что у меня миссия кленовый лист. Папа должен довести наклеечку Санта-Клаусу в целости и сохранности. Вот. Скорость я держу небольшую, уже где-то 50 км в час. Скажу так, что начинает немножко тягает по дороге. Не сильно, но так. И это по прямой. Так что на сегодня, наверное, все. Тут еще доехать бы еще эти 17 километров, потому что снег усиливается. Ладно, не буду вас томить. Как доеду, расскажу. То, что красиво, я не спорю. Но то, что опасно, ребята, это опасно по-любому. Ладно, пойду узнаю вообще, что почем у местных. Стоит вообще двигаться, не стоит. Или как, совета спрошу. Народ, я решил переехать еще 30 километров до Хайнс Джанкшн, такой перекресточек. В общем, сижу я сейчас в траке. Перекидываю файлы для нового видео на компьютер и чувствую такой удар. Бум! Я в зеркало глядь, ну, под углом стою. Смотрю, здесь все нормально. Выхожу на обратную сторону. Смотрите, что произошло. Елка нафиг свалилась, такой сильный ветер. Елка прямо вырвала. Обалдеть. И как дала мне по прицепу. Короче, пойду сейчас говорить, не знаю, что. Офигеть. Вот это да, не ожидал. Упала елка на меня. Да. Всем, ребятки, доброе утро. Че, я решил выехать после вчерашнего снегопада. Проехал 200 метров, а дорога закрыта. Пойду, знаю, что там вообще обстановка. Эй, как дела, начальник? Нормально, как сам. Отличненько, отлично. Итак, как долго будет дорога закрыта? Да, не знаю, слушай, там вроде как расчищают, я поспрашивал, вроде как говорят, что 2 часа примерно, да, около 2 часов. Пару часов, да? Да, где-то так. Ладно. Вчера же вообще много навалилось снега вечером, помнишь, да? Да. Там на самом деле ситуация вообще серьезная. Там вот сейчас пару траков работает, еще парочку вызвали, они приедут. Но мужики говорят, что там довольно серьезный участок засыпало. В общем, пока нужно ждать. До какого места? До самой Аляски или только до Distraction Bay? Смотри, мужики говорят, там серьезно засыпало, да, как я уже сказал. Ну, я думаю, Distraction однозначно все расчищать. Вот, то есть как-то так. Но опять же, да, то есть сейчас пока нужно просто подождать. Ладно. Вот, но опять же, то есть 2 часа это минимум, как я считаю. Может быть и все 5-6, в общем, посмотрим. Понял тебя. Так что вот так вот. Ладно, нет проблем. Спасибо. А что тут, нормально я стою? Нормально, если я здесь постою? Не понял. Я говорю, нормально, если я здесь постою? Не, вопрос, пожалуйста, стой, делай какие-то свои дела, там, можешь позавтракать. Ну, ждать придется долго, мы понимаем, так что можешь постоять, ничего страшного. Ладно, понятно. Спасибо. Давай, пока. Все, ребятки, на пару часов, как минимум. А то и до обеда.
Все-таки надо было, походу, вчера добивать этих последних 150 километров, пока этот шторм как бы шел. Хотя, кто его знает, к лучшему оно, не к лучшему. Елка эта вчера упала неспроста, да? Что-то было, что-то знак какой-то был. Ладно. Не знаю, здесь стоять или поехать обратно, откуда я приехал. Непонятно. Ребята, вот моя миссия. Кленовый лист, видите? Значит, вот этот листочек я должен отдать Деду Морозу по-любому. Во что бы то ни стало. Сейчас решил выйти вам показать, что у меня тут происходит. Значит, уже прошло 5 часов с того момента, как я проснулся и пытался выехать. Погодка обалдеть, да? Смотрите. Горы, горы, горы. Что может быть лучше гор? Лучше гор могут быть только горы. Сейчас рассвет, представляете? 11 утра, только рассвет на севере. Вон она. Солнышко вон там встает. Значит, все дороги, значит, одна вот эта вот Аляска Хайвей. Оттуда я приехал. Вон видите, сколько нас набилось здесь. И туда еще дорога. Она все дороги вокруг закрыты. Ну, тут только вот местные передвигаются, потому что там небольшая деревушка. Местным можно, а дальше ехать нельзя. Сколько она будет закрыта, не знаю пока. Очень, конечно, классно. Но здесь уже поработали машины. Уже почистили. Вот, песком посыпали. Видите, здесь вот лед. И вот так вот песочком просто сыпят. Чуть-чуть. Ну, тоже хорошо. Главное, чтобы побыстрее открыли. Ой, какая обалденная красота. Я в шоке просто. Ладно, сейчас пойдем куда-то позавтракаем. Я время не терял зря. Полежал еще, поспал чуть-чуть. Вот, машинка едет куда-то. Короче, очень круто. Ладно, пойдем кушать, завтракать. Ну что, вот мы и выехали. Постояли мы, ну реально 10 часов. Если я выезжал, пробовал выехать в 6 утра, сейчас уже 3 часа дня. Ну, слава богу, сегодня открыли. Значит, система такая. Перекрыли движение во всех направлениях. То есть
Тут, где я стоял в городочке, забыл, ребят, название. Junction Хайнс, по-моему. Хайнс Junction. Да, Хайнс Junction. Юкон. Значит, в 3 направлениях дорога. Значит, Аляска Хайвей юг, Аляска Хайвей север. И еще одна дорога идет такая на юго-запад. Вот такая, знаете, в виде значка Мерседеса, что ли. Во всех направлениях дорога была закрыта. Даже с Аляски ребята, которые ехали, они не могли переехать границу, потому что они доезжали до границы. Им пограничники говорили, что, ребят, там дорога закрыта, мы вас не пропустим. И возвращали их обратно там 100 по-моему, километров или больше до городочка Ток. Значит, прошлись грейдеры, прошлись посыпалки. Ну вот по прямой дороге, где нету спусков, где нету поворотов, просто грейдеры идут, потому что песок здесь, песок с камнями, здесь на вес золота. Поэтому по прямой, видите, просто грейдером. И на поворотах вот так чуть-чуть посыпано песочком. На спусках, на подъемах тоже песочек. Ну а так дорога, видите, внизу лед, а сверху укатанный снег. В принципе, ехать нормально. Еду сейчас, ну, чтобы не соврать, 80 км в час. Конечно, немножко быстровато, но держу одну скорость, сильно не сбрасываю, сильно не набираю. То есть держу ровную скорость, но машинка идет нормально. Если вижу где-то спуск, чуть-чуть перед спуском, чуть-чуть скорость снижаю. Если на подъем, немножечко скорости набираю, чтобы подняться. Значит, получилась картина в этом городочке Хайнс Джанкшн, где я остановился вчера ночью. Остановилось 4 трака, ребята. И с утра обнаружилось, что вместе со мной там 4 русских водителя. Короче, Васька, Николай и еще один мужичок, прошу прощения, вылетел из головы. Ну, в общем, нам было не скучно, мы там поболтали. Кофеварку мою запустили, у пацанов эти APU юниты были. Запустили кофеварку и наварил я всем пацанам кофейку. И мы разбрелись, открыли дорогу. Васька с напарником поехали вперед. Я поехал второй, Николай остался еще там, за мной поедет. Так, ребят, сейчас я кину взглядом. Там впереди что-то трак стоит. Походу уехал в сторону. Сейчас посмотрим, что там. Сейчас спрошу. Ах ты ж, ё-моё. Закопался. Закопался? Закопался? А? Закопался? Да. Я знаю тебя, ты с Ютуба, да? Да. Что делать? А? Знаешь, что здесь была труба вчера? Так мы и остановились в Хайнс Джанкшене там. Здесь ничего не было. Смотри, машина, аккуратно, машина. Здесь не было ничего видно, ни краев, ни центра, ничего. А что ты там не остановился? В Хайнс Джанкшен. Не остановили. Я побоялся тоже, видишь, и зря не побоял. То есть хорошо, что Груженый. я очень легкий. Попробовать тебя цепью дернуть или что? А? Попробовать дернуть? Да, слушай, меня Сейчас я на этот. плохо подумал. Ага. Плохо подумал, надо было его отцепить, знаешь. Ага. Вытащить. Ты съехал, уже тебя стянуло влево? Не, прямо в снег, ничего не было видно, вообще ничего. А, это ты прям залетел вчера, да? Да. Блин. И, Цепь одеть сможешь? Дождинга не видел? Тебе надо если посыпалку увидишь, потому что Но мне попытался грейдер стянуть и не смог. не смог. Мы сейчас стояли в Хайнс Джанкшен, там парнишка будет, Николай, ехать на рифере.
Тоже примерз, на лед встал Ну, и я знаю его, он наш. на каскеде, да? Да, с вашей компанией. И этот час мы стояли, вы пытались дернуть никак. В А общем, что с ним там? колеса примерзли к этому. Он не сдвинулся вперед-назад. В лед в колеса вросли и все. То этот ждали целый час, вон он, по-моему, едет сзади. Этот, в общем, я не знаю, у него, блин, песка нету с собой ничего. Ну, слушай, я груженый сильно, и если бы мне, короче, в голову пошла мысль скинуть его, если бы мой грейдер вытащил, я бы... Да, я понял, понял. Так, я бы, может быть, так вместе с грейдером вытащил, а так не знаю. Бля, ну я не знаю, я тебе вряд ли помогу сейчас. Ну, иди дальше, все окей. Нормально все? Так, а ты, у тебя телефон ловит? Да, Телефон? да. Дозвониться можешь куда-то? Все нормально, я в Англии, я здесь работаю, не то, что первый раз приехал. Ну давай, ладно. Ладно, давай, Что делаю? держи хвост пистолетом. А? Хвост пистолетом держи. Нормально сейчас все будет. Сейчас что-то кто-то подъедет, поможет. Давай. Да, ребят, видите, вот такая ситуация. А сзади вот Николай. В общем, я начал вам историю рассказывать. Так вот получилось. Вот Николай, который вчера он встал. Там лед был на колесах на дороге. И он вперед-назад не проехал с ночи. Колеса вкопались, колеса горячие были, протопили, получается, лед, снежок, водичка сделалась, и все, и не мог выехать, не мог тронуться. Вперед-назад никак, а он еще на автомате, раскачку не может сделать. В общем, мы его и так, я его прицепом толкал, значит, развернулся, прицеп к прицепу встали, толкал его, и не получилось. В общем, что мы только не делали, ставили и цепи, и то, и третье, десятое, и соль кидали, вообще никак. Пока не дождались машину с песком. Вот, пару ведер песка насыпали под колеса и все, выехал. А сейчас вон пацанчик вот этот встретился, подписчик. Привет тебе, будешь смотреть. Слушай, напиши мне в комментариях потом, если будешь смотреть это видео, в комментариях или в Инстаграм мне напиши выехал ты или не выехал, как все закончилось. Я, к сожалению, извини, помочь ничем не смог, потому что, реально не смогу. Грейдер пытался вытянуть его цепями, не получилось. Тут либо товинг, либо я не знаю что. Главное, связь у него есть. Я не спросил, может там продукты или так далее. Но он сказал, не волнуйся, все нормально. Там как раз и Колян сзади подтянулся. В общем, вот видите, такая, ребята, Аляска. Надо быть очень аккуратным. А вчера, видите, как получилось. Я думал, он просто остановился в кармане там. А вот это он ехал, говорит, ничего видно не было. Я как раз вот ехал, тоже уже ничего видно не было. Так мело сильно, что и такой сильный ветер был. Дороги не было видно. И я принял решение, остановился, а он, видите, попер дальше. Когда вот пацаны не дадут соврать, которые, если будете смотреть, которые ходят постоянно. Когда долго ездишь, даже, как вот парень сказал, 3 года, да, катается он по маршруту здесь, Аляска, Вашингтон, немножко теряется вот этот инстинкт самосохранения. То есть уже едешь, думаешь, нормально все, проскочу. В прошлый раз проехал. Это наша русская такая, знаете, авось. Но в этот раз, видишь, не получилось. И дорогу не увидел, куда едет. И так вот просто в сугроб и заехал. А вылезти из него уже сейчас сложновато. Надо товинг. Да. Ладно, пацаны, надеюсь, мы доедем нормально. Все, вот такая вот небольшая история. Небольшой такой вот сюжет. Так, впереди у нас такая горочка.
виду вроде кажется небольшенечкая, но такая нормальная. Еще вот дорога как-то странно под уклоном, она так вправо. Постоянно едешь, машину чуть-чуть стягивает вправо, то есть постоянно подруливаешь. Так, набираем немножко. Зайти на горочку. Давай, Кенворд, давай, давай, давай. Так, песочек пошел. Нормально. Слушайте, сегодня такая классная погода. Такое ясное небо красивое. Вообще видно на многие километры вперед. Вот так вот едешь, особенно когда с горочки. Дорога просматривается далеко-далеко. И горы такие монументальные стоят. Я, знаете, что хочу сказать, что вот влюбляешься в север. Я летом, когда был, зимой-то я первый раз еду на Аляску. Когда летом был, ребята, я что-то в сердце поселилось. Я вам честно скажу, что-то осталось в сердце, кусочек Аляски. И, наверное, это теперь, ребят, на всю жизнь. Цепляет. Цепляет оно и все. И не отпускает. Наверное, кто на север ходит, тот поймет меня. А сейчас я еду, у меня сердце еще больше радуется. То есть я смотрю на это все и прям балдею. Вся вот эта красота, плюс опасность. Что-то в этом есть. Что-то в этом однозначно есть. Блин, что-то я на улице часа 2, вот мы с Колей там дергали этот трак туда-сюда. Ну, пока еще стояли, болтали на улице, вспотел. Блин, что-то чувствую горлышко. Как бы только не застудиться. Было бы вообще нехорошо мне будет. У меня есть горячий кофе в термос, я себе сделал. Надо сейчас, наверное, себе кофейку аккуратненько в кружечку налить, горячего попить. Останавливаться я уже не буду пока что. Надо сейчас это дело аккуратненько оформить себе. Ребята, вот сейчас начну поворачивать направо, чуть-чуть вправо дорога уходит, и откроется вид прямо на вот это озеро Distraction Bay, или Distraction Bay, так называется это место. Очень просто красивое. Может, оно так и должно было случиться, чтобы я вчера на ночь остановился, чтобы днем проехать, и вы это увидели зимой, эту сказку. Сейчас мы направо повернем, вы увидите, какой здесь классный вид. Мы сейчас спустимся вниз в долину, обогнем это озеро, получается, с обратной стороны его, и потом вдоль него поедем. Слева вот эти горы у нас будут, а справа будет озеро. Очень красивое зрелище. Прямо летом одно, зимой другое. Вон, посмотрите, какая красотень, а. Немножко сброшу скорость. Все-таки здесь спуск, повороты. Пройдем тихонечко его. Слушайте, а? Как красиво, а? На заставку можно ставить. А ну-ка.
Напишите-ка, кто хотел бы здесь жить. Ну, если бы здесь, допустим, город был бы, да, ну, со всеми там вытекающими коммуникации, инфраструктура, школы. Да любой, я уверен, что любой, каждый бы захотел бы здесь жить. Вот сюда я хотел вчера доехать ночью. Вроде бы как бы еще километров 30-40 после этого Distraction Bay. И там вроде бы как шторм заканчивался. Очень надеюсь, что где-то через полчаса, через минут 40 дорога почище станет, получше. Да и сейчас, в принципе, неплохая. Такие опасные участки самые, видите, посыпаны. Так что нормально. Все равно, конечно, увлекаться со скоростью не надо. Надо всегда помнить, что безопасность превыше всего. Ох, не знаю, ребят. Тут вот в самый раз, не знаю, что-нибудь, какую-нибудь красивую историю рассказать. Да нет у меня слов, реально. Я вот просто смотрю и наслаждаюсь. А вы наслаждайтесь, ребят, вместе со мной. Ну что, народ, привет, у меня доброе утро. Я в Фэрбэнксе, в Аляске. Добрался наконец-то. Вчера ехал всю ночь, долгая ночка была. Значит, есть хорошая новость и, ну, такая средняя новость. Значит, вчера, вот не поверите, 2 недели отставания идет выпуска видео. То есть я выпустил видео вчера. Сегодня среда, вчера был вторник. Выпустил видео про замену термостатов. И многие мне писали: Димон, генератор так шуметь, ну, уже как бы типа скоро подходит. В общем, я когда выезжал на Аляску, это было еще неделю назад, это видео еще не вышло в помине. Я еду, думаю, может купить с собой на этот генератор или не купить, чтобы так на всякий пожарный был бы, он мне как-то тоже не очень нравился. И значит, у меня где-то, по-моему, уже на границе с Канадой, я еду, загорается лампочка генератора. Если честно, так переконючил, думаю, блин, ну вот сейчас вот черти знает где, в мороз, а так еще так холодно тогда было, минус 15, наверное. В общем, проехал минут 5-10, погасла лампочка. Ну, думаю, ладно, у меня тут Реджайна, потом Эдмонтон, потом там Гранд Прейри, Форт Нельсон, Ватсон Лейк, White Horse, столько городов больших, так, столько там дилерских, думаю, ну сейчас проеду, как бы, если уже прям все загорится, значит будем сейчас менять. Если нет, то до Америки дотянем, а там уже это поменяем. В общем, я ехал всю дорогу, все было отлично. Вчера вышел ролик, вчера вот там, где дорога застряла, я сидел, пока был интернет, там чуточку интернета, я смог, мой будильник звонит, я смог посмотреть ваши комментарии. Все пишут там генератор. И я с этой мыслью ехал последних там 10 часов до Фэрбэнка. И сегодня ночью, за час до Фэрбэнка, там на перевале, в общем, в горах где-то, ночью там не видно было, где я конкретно был, ну просто были такие горки вверх-вниз. У меня загорается, короче, генератор.
Я думаю, пожалуйста, родной, только не сейчас, только не здесь. Связи нету, никого нету, ночь глубокая, на улице минус 20. Думаю, ну, пожалуйста, только не сейчас. Ну, в общем, доехал я на нормально. В общем, поднимаешь обороты, лампочка загорается. Как только обороты спадают на меньше 12, лампочка тухнет. Как бы я уже тут совета не спрашиваю, я его буду по-любому менять. Ну или хотя бы куплю, а менять уже буду потом. Почему? Потому что на улице минус 20 сейчас. Сейчас я точнее посмотрю. Еще, короче, я еще сам не знаю. Буду я сейчас его менять или чуть попозже. Соврал. 16 градусов сейчас. Вот, 16 градусов. Значит, сейчас поедем на разгрузку. Сейчас я себе кофейку сделаю горячего. Поедем на разгрузку, выгрузимся. Потом надо закончить миссию, ребята, до конца. Миссия «Кленовый лист», кто помнит. На Северный полюс к Дедушке Морозу. Мне даже не верится, честно говоря, что я доехал. Как это так как-то долго все. Ну вот наш Кенворд, красавец. Дружище, довез. Смотрите, как прицепчик аж блестит на морозике. Тоненькая корочка льда. Надо было варежки одеть. Тут у нас немножко занесло. Фонари почистить. А то, куда я там показываю поворотники, никто не видит, никто не знает, куда я еду вообще. По прямой. Так. Теперь нас будут все видеть. Так, вот знаете что? Номера я бы не чистил. Знаете почему? Потому что номер вообще нужно аляскинский иметь. Вчера была весовая закрыта, я проскочил. Там надо было покупать номер. В общем, не чистится, я скажу. Ух, а как это мне сейчас двери пооткрыть? В общем, надо сейчас снять вот эту таможенную пломбу и заехать в любой ближайший док. Ладно, пойду возьму перчатки, ребят. Процесс вы поняли. Становимся в любую свободную дырку и разгружаемся. Так долго ехали и так быстро выгрузимся. Господа, товарищи, значит, я выгрузился, расцепился. Надо будет здесь почистить сейчас. Номера мои вообще уже ничего не видно на них. Сейчас мы все почистим. Вот прицеп. Значит, что сделал? Прицеп я на тормоза не ставил, потому что на улице мороз, около 20-очки. Вот. И значит, зачем я поставил прицеп? Мне нужно отстоять 34 часа здесь. Вот. С парковками здесь тяжело в городе. Значит, я попросился у них оставить здесь. У них все-таки здесь компания, ее все знают. Тут у них забор, камеры. Все по безопасности. Значит, подложил бруски сюда под колеса, раз. Подложил вон туда брусок, два, чтобы тормоза не примерзли. Потому что примерзнут, потом не уедешь никуда. Здесь получилось так, что, видите, там лапа встала, а здесь как-то перекос, лапа не встала. И висит в воздухе. В общем, я туда забил брусочек тоже. Никуда он не денется, ребята. Даже если чуть-чуть захочет вперед съехать, он в лапы упрется и никуда не денется. Все, сейчас я почищу. Потому что доставка груза, ребята, это у нас не основная миссия. Вы помните, да? Миссия «Кленовый лист». Значит, сейчас я поеду на дилерскую. Я хочу купить генератор. Может, даже сегодня и поменяю его. А потом поедем, или сейчас поедем к Деду Морозу, а потом за генератором. Обратите внимание на зеленый знак справа. Написано «Санта-Клаус Лейн». И это означает то, что мы с вами очень близки к завершению нашей миссии. Мы подъезжаем к домику Деда Мороза на Северном полюсе. Вот вы думаете, Димон вообще с ума сбрендил. Нет, ребята, сейчас мы приедем к Санте.
Я же должен выполнить свою миссию. Так. Сейчас я вам покажу, где Дед Мороз живет на севере. Ох, он и спрятался. Так, ребята, вот он наш дом Деда Мороза с правой стороны. Сейчас мы припаркуемся и пойдем смотреть. Ребят, берем нашу миссию, наклеечку, вот он наш талисман, наше счастье, и отправляемся к Санта-Клаусу в гости. Ох, кто тут Деда Мороза, и прохладно на улице. Да, пар идет. Забрался Дедушка Мороз на самый-самый север. Где же его олени здесь припаркованы, а? Сейчас мы посмотрим. Сашуля, ты видишь, где Дедушка Мороз живет? Доченька, ты смотришь? Вот домик Деда Мороза. Сейчас я пойду к нему в гости и отдам твой подарочек ему. А вот, посмотрите, как он отправляется к детям на Новый год. Видите? На санях. Вон там у нас олени северные. И вот Дедушка Мороз отправляется к каждому ребенку на Новый год и дарит ему подарки. И для этого дети должны себя хорошо вести, правильно? Так. Ну вот, и Дедушки Мороз дом. Итак, Сашуль, я нахожусь в домике Санта-Клауса. Значит, Санта-Клаус сейчас работает с эльфами, с гномами, но письмо и твой кленовый листик мы передадим сотруднику. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дима. Я отец Александры, моей дочери. Здравствуйте, Александра. Итак, Сашенька передала этот кленовый листик для Санты. Но, к сожалению, Санта не здесь, не так К ли? сожалению, Санта не здесь, он работает в гараже с эльфами. Ладно. Мы можем взять ее наклейку и приклеить ее вот сюда. Также мы напишем небольшую записку. Александра. Отправляет тебе этот подарок из... Где живет Александра? Из Северной Каролины, Северной Каролины. город Мурсвилл. Сейчас мы возьмем это и пойдем отправим в почтовый ящик для Санты. Круто, пойдемте. Санта получит это письмо прямо в свой гараж. Прекрасно. Смотри, Сашуля, здесь Санта-Клаус живет, а это его помощники. Вот здесь такие елочки красивые. Сейчас мы отправимся к рабочему месту, где Дедушка Мороз сидит. И мы отправим ему почту. Твое письмо, когда Санта-Клаус освободится, придет к нему на почту.
Вот видишь, вот здесь он сидит и дарит детям подарки в свободное от работы время. Итак, это рабочее место Санты-Клауса, когда он здесь. А вот здесь очень магический ящик Санты. Мы опустим это письмо в этот магический ящик. Вау! И отсюда оно отправится к Санта-Клаусу в его рабочий гараж. Прекрасно. И потом Санта пошлет какое-то письмо для Саши, правда? Да, конечно. Санта в ответ тоже пошлет письмо. Так что можете не переживать. Спасибо большое. И вам большое Вы спасибо. можете сказать Саше пока-пока. До свидания, Саша. Ну что, ребята, дочке подарок отправили, Сашенька. Дед Мороз отправил тебе подарок. Ну и про своих подписчиков забывать тоже нельзя. Поэтому, ребят, для вас я приготовил небольшие подарочки. Вот такие кружки с Аляски, я думаю, будут всегда вас согревать. Значит, нас 90% смотрит мужчин, поэтому будет Папа Бэр, то есть Папа Медведь с Северного полюса, Аляска. Видите, Северный полюс, Аляска. И одна кружечка будет просто Северный полюс, Аляска с таким олейником, если на случай, если вдруг выиграет у нас девушка. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть? Пишите комментарий, поделитесь это видео с другом, ну и подпишитесь на канал. Ребят, мы на Аляске, на Северном полюсе. Вот и подошел наш рейс к концу. Миссия выполнена. Кленовый листик отдан Дедушке Морозу, Санта-Клаусу по-американски, ребята. Я всех вас поздравляю с наступившим 2021 годом. Пусть уже чуть позже, но какая разница. Спасибо большое, что смотрели. Подарочки ваши, я уже сказал. Делитесь видео, пишите комментарии, ну и подпишитесь на канал. Эти подарки я разыграю в одном из следующих видео. Я думаю, что кружка — это будет самый лучший подарок. Кофе попить, чаю горячего, всегда будет согревать, всегда под рукой, всегда с вами. Ну а на этом я с вами попрощаюсь ненадолго, до следующей серии, потому что мне еще предстоит дорога домой, обратный путь. Он будет тоже не менее интересным. Поэтому спасибо вам большое, что посмотрели, спасибо, что остаетесь на канале, спасибо, что смотрите меня. Всем большое спасибо. Всем пока.